Дефир. Дефир. Так, вот так. Ага. Так что ли? Не, нифига не так. Вот так. О, так. Всем снова здравствуйте. Так, и всех с Новым годом наступившим. Да, и впереди у нас старый Новый год. Вот. Скоро будем отмечать. Так, что надо сделать? Экран надо. Яркость. Ага, во. Подсветки нет, зато и по очкам ничего не блестит. Так, замечательно. Замечательно. Надо и себе все это дело открыть. В конце концов, и поглядеть. Так. Интересные сообщения. Нет, все сообщения. Так. Так. Да, а нет никого. Ну, тоже вариант, в принципе. Тоже, в принципе, вариант. Тоже, в общем-то, неплохо. Так, да. Не, ну а что, собственно? Стрим идет, зрителей нет, да? Под окном стоит машина скорой помощи. Надеюсь, это не из психушки. И надеюсь, это не за мной, блин. Да. А то стрим идет, а зрителей нет. Хуже всего это одинокий клоун в цирке. Да. Интересно. Администратор объявление об стриме ставил куда-нибудь или нет? А то, может, мужики-то и не знают, что надо было приходить. Да. Да. Добрый всем. Добрый вечер. Да. Ну что, сначала потом посмотрите. Самое. В общем-то. Так. Сейчас, секунду. Может прерваться. Да. Все хорошо. Прекрасная маркиза. И хороши у нас дела. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Да. Вот так все замечательно. Так, 8-9, правильно. 8-9. Пришел, ушел, пришел, ушел. Зашел, вышел. Тренируется. Бывает. Ну что, народ, рассказывайте хоть. Как Новый год встретили? Как водку пьянствовали? Как беспорядки нарушали? Вот. А то у нас тут вообще чудеса на виражах. Нового года у нас тут, например, и не было фактически. Да. Вместо новогодней елки нарядили хрен знает чего. Вот. Да. Ну, в общем, какая-то глупость была для малолетних детей сделанная, когда официально сказали, что буйство на площади закончится в 4 утра.
при том, что по периметру площади стоят жилые дома, и там не все склонны Новый год как бы встречать, отмечать до утра. Там есть и маленькие дети, и старые, и больные люди. Вот. Я все понимаю, там, ну до часу, ну хрен с ним, до 2, хотя 1:30 обычно все уже сами рассасывались. Вот. Но когда все это дело с периодическими фейерверками, с грохотом и с дико орущей музыкой, это становится, конечно, интересно. Вот. Я понимаю, у нас власти ориентируются на молодежь в первую очередь, а старое поколение, видимо, им не нужно. Тогда непонятно, на кой хрен они этому самому поколению продлили рабочий возраст, подняв пенсионный. Вот. Наверное, чтобы быстрее это туды. Да, в качель. Где-то народ матерится. Москвичи, значит, ощеблен Новый год. Видели чисто так, по телевизору. Снега не было. Как мне один товарищ сказал, кто-то, говорит, лепит снеговиков, а кто-то лепит грязевиков. Вот, у нас хоть снег, да, присутствует. Немножко снега есть. Ну, в принципе, пойдет, потянет. Он просто, видимо, слишком быстро тает. На улице температура самая низкая была 17 градусов. Хотя теоретически, ну как теоретически, сейчас должна стоять у нас температура 20, 25, 30 градусов. В принципе, зимы с сороковником тоже нормально. Вот. Тоже нормально. Но вообще 20-25 градусов минус здесь у нас в январе это норма. Раньше была. Вот. Сейчас 3 градуса, 5 градусов ниже нуля. Вот. Это при том, что, значит, Яндекс еще и врет собака. Он мне рассказывает про -5. Я выхожу, смотрю, а там все-таки -3. Вот. Да. Как-то так. Естественно, снег, который выпадает на землю, грунт не промерзший, грунт, соответственно, мягкий, теплый. Вот. Снег там тает, впитывается. В общем, интересно, весело. Вот. Кто-то, значит, сейчас предполагает, тут разговор был на тему, значит, а не начать ли сажать виноград. Но виноград все-таки в этом климате растет мелкий, кислый, из него уксус делать, наверное, хорошо. Вот. А даже вина толком из него не получится, все равно сахар придется сыпать. Вот. А вот инжир, например, сажать уже можно на огороде. С таким климатом уже можно сажать инжир. -10 он переживает без проблем, особенно вот как кратковременные, как у нас сейчас. Вот. И этот сорняк очень хорошо растет. Зато вкусный. Вот. Так что у кого есть дача, огород и так далее, вот, имейте в виду. Имейте в виду. Так. Теплый ламповый грунт. Я про грунт, который на улице. Обычный грунт на улице. Да. Снег сейчас убираешь, лопату втыкаешь. Можно копать, перекапывать, картошку сажать. Земля мягкая. Я об этом. Так, синька зло. Наверное, да. Наверное, да. Не пробовал. Вот. Но вообще, все, что, блин, это самое, чрезмерно, оно все зло. Вот. Да. Так. То ли народ еще с праздников не отошел. 22 человека. Всего. О чем рассказывать, господа? О чем, собственно, рассказывать? Рассказывать, наверное, даже и по большому счету и не о чем. Вот. Хотя, вот смотрите,
М, Можно ли лечиться чистотелом? Ну, теоретически можно, а зачем? Так, шалом алейхим. Шалом. Хотя, шаббат у нас чего? Шаббат у нас максимум до 4 дня субботы. Шаббат начинается, как я помню, вечером в пятницу, заканчивается вечер во второй половине дня в субботу. Так, все. Чистотелом это так, вот пук чистотела сорвал, в баню пошел, вместо мочалки его использовал. Вот это правильное использование чистотела. Вот. На сегодняшний день его, так скажем, лекарственные свойства недостаточны категорически. Вот. Я уже говорил, его ближайшим родственником является маклея. Они даже похожи, листья у них похожи. Единственное, чистотел у нас он такой растет мелкий, ну, по пояс вырастет, да, заросли, значит, если земля хорошая. Вот. А маглея, она вырастает такая до 2-2,5 метров. И, скажем так, концентрация вот этих вот веществ, которые определяют его полезные свойства, это лекарственные, там раз в 100, если не больше, выше в этой маклее. Поэтому имеет смысл обратить внимание на маклею. Вот. Так. Неделю ни грамма не пил. Да. Это хорошо. Это правильно. Иногда полезно. Для разнообразия чисто. Так. Маклею сколько можно пить для избавления от паразитов? Еще раз, ребят, запомните. Все. Значит, все, что оно лекарственное, это все используется до тех пор, пока хорошо. Как только стало бе, значит, пора прекращать. Понятно, да? Вот. Это кулинария, по большому счету. Вот. Это все точно так же, как с волчьей ягодой. Приходишь в лес, видишь, ягода красивая. Сорвал одну, съел, сладкая. Сорвал вторую, сладкая, но что-то какой-то привкус присутствует. Сорвал третью, значит, привкус какой-то, гадский. Четвертую, значит, раскусил, гадость редкостная, выплюнул. Вот, понимаете? Все, вот в этом случае полезно. Организм вам подсказывает. Одни и те же ягоды с одного и того же куста. На самом деле вкус один и тот же. Это реакция вашего организма на него. Но если, конечно, набрать горсть этих ягодок сразу закинуть в рот и все это дело сожрать, ну, потом не удивляйтесь, что из леса не можете выйти, значит, сидя под каждым кустом. Вот. Ну, а как иначе-то? Так и будет, аккуратненько надо. Вот. Поэтому все остальное точно так же. Все остальное точно так же. Так, это нафиг, а это вот надо чуть-чуть надо добавить чуть-чуть, а то я не вижу, что тут народ пишет. Так, РС-лечение есть. РС-лечение это чего это? Так, как перестать кубатурить из-за женщины? Ну, как обычно, клин клином вышибают. Чтобы забыть одну, надо забыться с другой. Или с двумя другими. Это уже как здоровье позволяет. Вот. И так далее. И так далее. Так, рассеянный склероз, лечение в принципе есть, да. Долго, нудно, но тем не менее. Дорого получается. Вот, но тем не менее, да, возможно. Вот. Так, метод Т10Д, давайте на русском, а? А то я всех этих шифрованных вещей что-то уже не знаю.
Так. Так. М. Так, подскажите, какие книги посоветуете почитать? Еще раз, у меня есть где-то видео, вот, там я перечисляю просто авторов. Ребята, это не книги, это авторов. Вот то, что я прочитал за свою жизнь, ну, может быть, если все это хозяйство заставить полностью, может быть, этого помещения хватит. Вот, может и нет. А, Понимаете, как сказать, читать надо много, да. Читать надо именно классику. То, что проверено временем, проверено другими до вас. Вот. В том числе умными людьми. Интеллект, каким бы мощным он ни был, его можно сравнить с мотором, который передает мощность на лысые колеса. Понимаете? Соответственно, при малейшей нагрузке будет пробуксовывать. В грязи, в снегу, то есть в сложной ситуации начнет пробуксовывать из-за недостатка знаний. К интеллекту всегда нужна эрудиция, всегда. Вот. Иначе без вариантов. Точно так же эрудированность это, ну как, ну поставьте грязевую резину на оку, и что толку-то? Особо там ничего не прибавится. Вот. Понимаете? Читать надо много. А так сидеть, перечислять названия. Какие растения препятствуют аллергии? Практически все. Практически все, только их не нюхать надо. Есть. Вот. У человека, который был один, который обратился ко мне, у него была аллергия на полынь, пыльцу полыни. Ну, в том числе там была полынь в курсе лечения. Вот. Первые 2 недели его рвало, потом прошло, а потом пропала аллергия на полынь. Понимаете? Так. Гранулезный фарингит это только обезвоживание? Нет, это еще и глисты. Так. Женщина уходит от любящего мужчину, потому что ее инстинкт воспринимает это как слабость. От того, кто ее подавляет, уходит, потому что не уделяет внимания. Нет, нет, не так, не совсем так. Надо смотреть, так я вам не скажу. Слишком общий вопрос. Слишком общий. Так, что делать при подкожных прыщах, которые иногда появляются на носу? Заранее спасибо. Так. Подробнее надо. Может, это и не прыщи вовсе. Подробнее надо. Так. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Маша. Так. Что у нас там? Кем вы работаете? Сколько вам лет? Давно начали прокачивать свой мозг и организм? Прокачивать мозг, организм, да. Фактически с детства. Читать я начал с детства.
Спортом занимаюсь точно так же с детства. Вот. Лет мне все мои. Но обычно дают значительно меньше, чем есть на самом деле. Вот. Тем я работаю. Я вам всем помогаю. Этим я и занимаюсь. Если я буду заниматься чем-то другим, на вас не останется ни времени, ни сил. Собственно, однажды так и произошло, как я вплотную всем этим хозяйством занялся. Помогал сначала себе, потом близким близких. Вот. Ну, а потом дошло до того, что кому-то еще. И тогда встал вопрос продолжать работать там, где я работал, или заняться вот этим вот всем. Я занялся вот этим вот всем, потому что всю жизнь хотел не ходить с утра на работу. Да. Так. Как похудеть при инсулинорезистентности? Надо смотреть еще раз подробнее. Так, продолжение по психологии будет, да. Выходит регулярно, каждую неделю. Так, уже 10 видео, по-моему, вышло. Да. Так, еще раз, с инсулинорезистентностью это надо, соответственно, смотреть, что как, что с чем и так далее. В принципе-то. Там надо углеводы в первую очередь снижать, сахара простые снижать. Да, но это опять же общий слишком рецепт. Надо менять, желательно менять питание. Вот. Поэтому это надо подробнее. Придете, расскажете на консультации, тогда будет видно, что делать. А так, что я скажу? Так, ваши советы всегда дельные. Спасибо. Так. Угу. Так, Егорик. Привет, дядя Вася. Привет. Племяш нарисовал сам. Так. Подскажите, хорошие мультивитаминные комплексы, стоит ли их принимать? Значит, стоит ли их принимать, это всегда зависит от того, как вы питаетесь. Вот. Хорошие мультивитаминные комплексы, они тоже, знаете ли, денег стоят, причем хороших денег стоят. Баночка такая стоит, ну, 5-6. Вот. Соответственно, там будет где-то порядка 180 таблеток. Может быть, есть смысл питаться нормально, полноценно. Вот. Вот в чем дело. Потому что при нормальном полноценном питании, в принципе, всех витаминов должно хватать изначально. Так, консультации где проводите? Вот здесь и провожу. У нас есть много замечательных вещей. Skype, Viber, WhatsApp или просто телефон. Вот. Я не врач, поэтому осматривать мне никого не надо. Да. Достаточно общаться в аудиальном режиме. Да, на сайте есть информация, как составить комплекс витаминов. Тоже правильно. Так, жена ночью скрипит зубами. Может это выяснить? Сказал Гельминт, ты сказала дурак. Нет, вообще это классическое, именно что классический симптом гельминтоза. Да, скрип зубами, скрежет.
зубовный скрежет. От этого же, кстати говоря, и зубы портятся. Ну, сами попробуйте так вот в бодрствующем состоянии поскрежетать зубами-то. Это же какое давление-то должно быть. Понимаете? Естественно, эмаль от этого разрушается, потом зубы портятся. Вот. Поэтому дегельминтизация, она в том числе еще и зубы спасает. Так-то, да, и деньги экономит. Потому что стоматологи нынче дороги. Так, ну, то, что она сказала, что вы дурак, понимаете, одно-то другого не отменяет в конце концов. Если на то пошло, можете ей так вот это передать. Да, Иван тоже был дурак, только женился на царевне, если на то пошло. Да. К маслу клещевины нет, не использую. Консультации платные, конечно, платные. Значит, масло клещевины нет, не использую. Сейчас маркетинг столько всего на рынок вывел, столько всего продает, столько всего, блин, рассказывает. Там, в принципе, вот это все хозяйство можно упростить, повыкидывать к чертовой матери 9 десятых. Вот. Аллергия на сахар. Жрать его 2 недели неохота. Ну и не надо его жрать 2 недели. Вот. Не надо. Так. Так. Ну вот скажите мне, касторку зачем есть? Я понимаю, значит, есть замечательное такое произведение. Так, стоп. Угрюм река, да. Вот там, значит, герои этого произведения используют касторку перед праздниками, перед Новым годом и Рождеством. Значит, если мужики используют для того, чтобы выглядеть, так сказать, подтянутее, то дамы используют для того, чтобы добиться блеска в глазах эту касторку. 2 недели на касторке, конечно, блеск появится. Вот. Там задница, правда, будет как у гамадрила красная, но блеск появится, да. Вот. Собственно, все, на что касторка способна. Вот. И то в качестве масляного слабительного она не очень. Зачем? Есть другие замечательные средства. Поэтому нет, не использую. Почему от сладкого кружится голова? Вполне возможно, что идет спазм сосудов. Если как слабительное лучше Баркал, да. Там хотя бы польза есть. Вот. Так, употребляете алкоголь. Есть такие случаи, когда алкоголь в пользу. Знаете, вот, Дмитрий, на мой пример смотреть не надо. На мой пример смотреть не надо. У меня вообще организм в первую очередь нестандартный. Он отличается очень сильно реакциями на все подряд. Вот. И потом, скажем так, я очень четко понимаю, что, зачем, для чего я использую, что я от этого получаю и так далее. Вот. Но, например, хорошее вино, да, я могу себе позволить для того, чтобы просто насладиться вкусом.
для того, чтобы просто, приготовив что-то себе вкусное, да, приятно провести вечер. Например. Или что-то еще. К примеру. Но я не пью водку. Я не пью, ни при каких условиях я не пью водку. Я не пью пиво. Никакое. Ни при каких условиях. Я не пью российские вина. Тем более крымские. Вот. Потому что что-то я не видел такого количества виноградников в Крыму, сколько этого вина продается по России. А жрать бодягу на спирту нет. Достаточно было того, что пришел к родственникам в Новый год, они мне, значит, шампанское под нос. Наше. Вот. А там чистые сивушные масла. Понимаете? То есть просто херовый самогон развели водой, добавили ароматизатора, значит, и сделали газированным. И это обозвали шампанским. И это продают людям. Вот. За такое надо этих выдумщиков этой самой бутылкой по этой самой голове бить. Вот. На мой личный взгляд. Поймите такую вещь. Всегда надо употреблять то, что качественное. Вот. Если вопрос касается алкоголя, то в юном возрасте нельзя. В молодом возрасте нельзя. Когда вы уже решили свои проблемы, так скажем, тогда можно. Тогда вам терять уже по большому счету нечего. Вот. Там можно все что угодно. Понятно, да? Вот. Мне сейчас просто в силу возраста сильно ухудшить память тем же самым алкоголем будет достаточно сложно. Спиться достаточно сложно будет. Вот. Тем более, что у моего организма есть такая интересная особенность. У меня похмелье наступает у всех с утра, а у меня часа через 2. Если я переборщу. То есть 3 рюмки подряд у меня начинается похмелье. Все. А 3 рюмки на мою массу это ни о чем. Так-то. Слону дробина. Поэтому да, с одной стороны, я употребляю редко, но хороший. И при этом я не испытываю чувство опьянения. Понятно, да? Это тоже надо иметь в виду. Я наслаждаюсь вкусом. Просто-напросто. Алкоголь в пользу, я в принципе рассказывал, каким образом быстро повысить устойчивость организма к морозу. Вот. На сайте есть информация. Так, у друга высыпания на лице, красные. Скорее всего, дисбактериоз, да. Аллергия на сахар. Появляется сыпь. Ну, скорее всего, да, гельминтоз. Так, на Рязанщине снега насыпали. Замечательно. Берта, здравствуйте, с Новым годом вас, с наступившим. Так, что скажете о черном тмине? Ничего не скажу. Не использую. Так, товарищи, высыпания прекратились, самочувствие вообще улучшилось. Замечательно. Так, ребенок кашляет перед сном, 2-й месяц, кашель сухой, лающий, температуры, простуды нет, флюорография хорошая. Ну, у ребенка, скорее всего, обезвоживание и отек. Водой поить надо горячей. Так, как настойки на спирту? Ну, нормально. Их же не так много. Например, мне достаточно из тех настоек, что я принимаю на спирту,
Ну, за раз 2 миллилитра максимум. От 1 до 2 миллилитров. В день бывает до 10 миллилитров. 70-градусный. Собственно, немного. Да. Так, что скажете о черном тмине? Еще раз, ничего не скажу. Почему от сладкого кружится голова? Тоже пока ничего не скажу. Информации мало. Надо понять, что с организмом происходит. Так, шалфей, ромашку можно пить, как чай съедать потом? Так, шалфей можно, ромашку недолго. Потому что ромашка все-таки это у нас хоть и слабый, но растительный антибиотик. И ромашка несколько подавляет микрофлору кишечника. Значит, смотрите, здесь момент такой еще. Вот это относится практически ко всему. Начинаете употреблять что-то полезное, ну, например, витамины, да, или ту же самую ромашку, или что-то еще. У вас идет сначала улучшение, потом вы продолжаете, у вас улучшение, потом вы продолжаете, потом вы понимаете, что улучшения что-то как-то кончились, потом вы продолжаете и чувствуете, что начинаются ухудшения. В этот момент надо вот это хорошее прекратить принимать. Понятно, да? Потому что нехватка, что передозировка вызывают всегда одни и те же симптомы. Все. Таким образом можно легко контролировать прием витаминов, например. То же самое с ромашкой. Так, чем лучше мыть голову при аллергии, если перед сном зудит голова? Просто водой. Просто водой. И поменьше мыла используйте. Так. У жены полезли вены на ногах. Натирает настойкой конского каштана на спирту. Насколько эффективно данное средство? Малоэффективно. Посоветуйте, чем еще лечить. В принципе, вся информация на сайте доступна тем, кто подписан. Вот. Но это долго. Это долго. В любом случае. Пока ноги парить, по приходу домой ноги закидывать на стенку. 20 минут, 30 минут. Лежа на спине, я не знаю, там на полу, на кровати, без разницы, а ноги на стене. Реально, там под углом 30-45 градусов, но ноги на стенку. Будет легче. С варикозом сложно, потому что это вены. Потому что это достаточно большие отложения в венах, в клапанах непосредственно. Там сложно растворять долго. Так, про мумиё я уже в принципе рассказывал неоднократно. Вот. Ребят, вот посмотрите, сколько этого мумия продается везде, где только можно, да? Вопрос, это мумиё что, экскаваторами добывают, да? Но откуда его столько в продаже? Там бедные, несчастные, блин, кто-то там кого-то где-то накакал чего-то в Гималаях, кто-то это наскреб, как нам рассказывали, а продают тоннами. КамАЗами из гор вывозят или чего там? Вереницы шерпов все это хозяйство выносят. Как это происходит? Расскажите мне. Так, иван-чай я пью лучше, чем просто китайский чай. В любом случае. Так, чайная роза богата витамином С, на вкус очень кислая. Значит, если вам надо что-то самое богатое витамином С, так это квашеная капуста, черная смородина, вот, в том числе варенье из черной смородины, например, это если вам надо то, что богато витамином С. Вот, и репчатый лук сырой.
Так, помогаете больным синдромом Туретта? Надо посмотреть, что такое синдром Туретта, почему бы и нет. Почему бы и нет. Понимаете, дело в том, что, как сказать, вот там меня спрашивают, а вот с этим заболеванием, вот вы работаете, а вот с этим заболеванием. Поймите, значит, дело в том, что я никого не лечу. И это не просто юридическая формулировка, да, что я никого не лечу, а это на самом деле так. Я никого ни от чего не лечу. Дело в том, что любое заболевание, кроме острого инфекционного, любое заболевание, кроме, значит, острого инфекционного, оно вызывается накопившимися проблемами в самом организме, ослабленным иммунитетом, и это все создает почву. Соответственно, нам необходимо всего-навсего устранить то, что мешает организму восстановиться. Организм у нас самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся система. И ему надо всего-навсего помочь. Потому что весь образ жизни современного человека фактически направлен на то, чтобы убить этот самый организм. Отсюда и поговорка, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Понимаете? Там заводятся, значит, гельминты только из-за того, что человек питается неправильно. Слишком много углеводистого, слишком мало того, что этих самых гельминтов выгоняет. Как нас в свое время приучали через рекламу. Фу, там пахнет луком. Хотя лук очень хорошо гонит гельминтов. Понимаете, что репчатый, что, например, зеленый, и так далее. Нас старательно отучали от специй. Как врачи говорят, острое нельзя. Да ядрить мадрить, ну не ешьте ножи, не ешьте вилки, Понятие острое, оно сильно отличается одно от другого. Если, например, черный перец всего лишь воздействует на ваши вкусовые рецепторы, за счет этого вы чувствуете его жгучесть, то красный перец острый, то есть капсаицин, он действует не на вкусовые рецепторы, он действует на те микрорамки, которые присутствуют в ротовой полости, там в горле и так далее. Поэтому, например, те, кто ест перец регулярно, они не чувствуют его жгучести. Чувствуют, но оно не доставляет им дискомфорта. Но при этом всем они чувствуют хорошо вкус этого самого перца. Понимаете, да? У целых народов существует культура питания, использование определенных специй, продуктов и так далее. Иначе этим народам в их климате просто не выжить. Организм сам, ему надо всего-навсего помочь. Надо убрать то, что ему мешает. Надо поднять ему иммунитет. Всего-навсего. Дальше организм справляется сам. Он сам восстанавливается. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому, например, совершенно нет разницы, с каким заболеванием работать. По одной простой причине. Мы просто устраняем проблемы, а организм восстанавливается сам. Все. Вот в чем дело. Так. Так, вкус, жгучесть доставляет радость при долгом приеме. Сейчас у меня, например, до этого была перцовая настойка, чисто перцовая, значит, на покупном каенском перце, этот Санта-Мария. Нормально, все хорошее, вопросов нет. Значит, сейчас у меня настойка перцовая на том перце, который вырастил Николай, администратор наш. Как вам сказать, это такая разница, как это по-эстонски. Понимаете, между покупными помидорами, которые зимой покупаете, да, выглядят как помидор,
Вот. Разрежешь помидор, нюхаешь, нифига не помидор. Откусываешь, нифига не помидор, да? Вот. И тот помидор, который с грядки, который ты сам вырастил, там аромат, там вкус, там, блин. Вот здесь вот примерно то же самое. Значит, разница. Ну так прелесть же. Употреблять это все хозяйство, да. В чесночной настойке уровень давления снизился. Замечательно. Замечательно. Для того это все хозяйство и идет. Так. С 90-100 упало до 75. Давление. Это которое? Нижнее? А, нижнее, да. Ну, нормально. Замечательно. Замечательно. Вот, так что... Так что как-то так, господа, как-то так. Вы приходите, рассказываете о своей проблеме. Я, соответственно, ищу варианты решения. Вот. Все, консультация строится всегда только на этом. Все материалы, они, пожалуйста, они лежат на сайте. Часть, большая часть. Она бесплатна к ознакомлению, пожалуйста. Часть, да, там уже рецепты, это, соответственно, значит, закрытая, это уже платно фактически. Вот. Часть, соответственно, лежит в Ютубе. Вы ознакомливаетесь, смотрите, стоит общаться со мной или нет. Если вам это интересно, значит вы ко мне приходите. А то некоторые, а что это, ты мне скажи сначала, сколько это все будет стоить. Да откуда я знаю, сколько это все будет стоить? Если человек еще не пришел, еще ничего не рассказал, я еще не знаю, что у него там и как у него. А он уже хочет каких-то гарантий. Вот. Типа, значит, еще один шарлатан, там, а потом, значит, не извиняясь, пытается на консультацию записаться. Естественно, ему отказано. Вот. Естественно, отказано. Я не продаюсь. Вот. Я всего лишь продаю свои знания, доступ к ним. Понимаете? Вот. Но сам-то я не продаюсь. Ну, так что вот. Как-то так. Так, что у нас там? Ага, 50 человек присутствует. Замечательно. Но сегодня мы тоже затягивать с этим всем хозяйством не будем. Вот. Сегодня затягивать с этим делом не будем тоже. В принципе. Что у нас там? Старый Новый год впереди. Солнца не хватает. Категорически не хватает солнца. В нашей Мурлындии. К админу, что ли, уехать? Он говорит, у него там солнца много. Да, снега много. Холода тоже много. Так. Ну что, господа, вопросов больше нету, как я понимаю. Вот. Что у нас? 10 минут еще посидим, так чисто. Да? Хотя, в принципе, 50 минут, час академический. Уже
Учите, господа, товарищи, дамы, да, друзья и так далее. Учите медицину. Вот. Только не тот раздел, чем что лечить, а тот раздел, как все устроено. Потому что с теми тенденциями в мире даже, которые сейчас есть, понимаете, сокращать нас уже начали. И интенсивность сокращения будет только возрастать. Вот. И как вон перед Новым годом-то было? Ой, у нас медицина оказывается в таком плачевном состоянии. Две дамы-то там сцепились. Одна Министерство здравоохранения, другая, значит, да. Прям вот вопрос возникает. И кто все это сделал? Что у нас медицина такая хреновая стала? Ой, говорит, ее как-то неправильно оптимизировали. Да? А кто это так неправильно оптимизировал это все? Мать тиху за ногу. Вот. Это, вы думаете, сделано вот эти вот все диалоги для того, чтобы вы видели, что там что-то делается? Да, это строго для видимости. Вот шумок будет все только ухудшаться. Всего-навсего. В свое время господин Троцкий говорил о том, что для достижения целей надо бросить Россию в огонь мировой революции, как хворост в костер, для того, чтобы получить результат. Вот. Тогда этого Троцкого, значит, приголубили альпинштоком, чтобы эта скотина даже мысли не вынашивала таких. Потому что мало того, этот человек обладал даром убеждения. Вот. Понимаете? Он мог убедить кого угодно, на что угодно. Он мог, да, убедить Чукчу в том, что ему надо купить снег. Вот. А негров мог убедить, что им надо купить песок. Да. Вот в чем дело. Поэтому его приласкали. Все. Сейчас некие сказочные персонажи делают примерно то же самое, бросая Россию, народ России в огонь, но не мировой революции, а в топку, значит, для получения прибыли всего-навсего. Там стоят глобальные цели, впереди стоит объединение, значит, стран сначала на макрорегионы, потом создание общего правительства, для того, чтобы можно было эффективно бороться с экономическим кризисом, который уже развивается по полной программе. Мировой кризис. Вот. Предыдущие мировые кризисы решались мировыми войнами. Первый, второй, третья будет последний. Вот, как вы понимаете. Поэтому методы сейчас немножко другие. Сейчас идет бадание. Америка хочет сама быть вот, полицейским на этом шарике. Вот. Иные сказочные персонажи хотят быть сами вот, править всем этим делом. А мы здесь так расходный материал фактически. Поэтому экономику выжимают досуха, все бабки вбрасывают туда, куда им надо, куда требуется. А мы, соответственно, сидим без ни хрена в конечном итоге. Понятно, да? Вот. Поэтому лучше пока, во всяком случае, точно не будет. И, соответственно, даже после того, как сказочника пинком вышибут, вот, вопрос еще на кого поменяют. И даже если поменяют на хорошего человека, то будет определенный переходный период, ну так же, как после революции 17-го. Там была сначала февральская революция, да, потом октябрьская революция, да, вот. Потом, соответственно, значит, период гражданской войны. Здесь, скорее всего, будет все то же самое. Если будет
примерно по такому сценарию, со всеми вытекающими. И более-менее страна вздохнула где-то только году в 22-м, вот, а расправлять плечи начала только где-то в 24-м, когда, собственно, значит, НЭП запретили. Вот. Все. Поймите, с 17-го года до 24-го, блин, времени прошло немало тогда, 7 лет. Переходный период, в который было совсем нехорошо. Если сейчас что-то будет, будет примерно то же самое. Переходный период, может быть, будет покороче, потому что есть наработанный опыт. Но, извините, когда у человека срок идет на часы, а то и на минуты, да, ему насрать, сколько там переходный период будет, год или 3. Он сейчас помирает от того, что медики у нас тупорылые, косорукие и исполняют заново выданную им инструкцию. Если раньше тот же самый аппендицит вырезали на раз только по одному подозрению, сейчас этот аппендицит сначала лечат год, пытаются лечить антибиотиками, идиоты. Вот. А потом, как его можно лечить антибиотиками, лично мне вот механизм ни хрена не понятен. Другим медикам, в принципе, тоже. Да. А потом все-таки вырезают. Но год антибиотиками человека травят старательно. Вот. Понимаете, да? Вот. Как-то так. Как-то так. Поэтому спасение утопающих, ребятки, дело рук самих утопающих. Вот. Так что изучайте вот эти вот все разделы, именно почему происходит именно вот так, а не иначе. Собственно, все. Так, с юга Воронежской области климат изменился отчетливо. Да, скоро будет глобальный геноцид. Ну, геноцид он сейчас идет по полной программе, просто методы для этого разные используются. Вот, что в Европе, значит, ну, туда завезли, скажем так, товарищей, которые нам не товарищи, там, из Африки, да, из, там, Ближнего Востока, вот. К нам, соответственно, завозят товарищей, в лучшем случае, тех, кто имеет, скажем так, одну с нами культуру, а так в основном просачиваются в первую очередь те, кто имеет уже совершенно другую культуру. Вот. Это тоже геноцид. Понимаете, когда, скажем так, вы приходите на работу устраиваться, да, у вас семья, вам надо кормить семью, у вас квартира своя, вы там живете с семьей, вам, соответственно, для этого требуется одна сумма денег. Когда приходит устраиваться на работу гастарбайтер, вот, он живет в этой квартире, там в десятером, вот, а стоимость жизни у него на родине значительно ниже, чем в России, он согласен на значительно меньшую заработную плату. Соответственно, берут на работу его, местного не берут, местный остается без работы, без денег, без средств к существованию, ни хрена кроме долгов. Это тоже геноцид. Вот. Кстати говоря, в свое время фашизм развился примерно на подобной почве, когда, значит, начали поддерживать все свое, только свое, нафиг нам что-то чужое. Это у нас пошло с Италии. Вот. Италия у нас, насколько я помню, родина фашизма на самом деле. Вот. Появился этот фашизм, идеи фашизма, они появились еще до Первой мировой войны. И эти самые идеи позволили Италии стать из аграрной страны, значит, в развитую промышленную страну. И их рывок Италии был, кстати говоря, даже несколько сильнее, мощнее, чем рывок у сталинского СССР. Вот. Что характерно. Да.
Единственное, что идеи фашизма, они начинаются красиво, заканчиваются только плохо. Заканчиваются они как раз-таки вот нацизмом. Да. К чему, собственно, логически дошел Адольф Алаизович у нас. Это уже, соответственно, не есть хорошо. Вот. Везде должен быть разумный компромисс. Везде должен быть разумный компромисс. Вот. Как-то так. К альтернативным историкам. Но альтернативные историки тоже не все полезны. Могу сказать, что Сергей Игнатенко в 2 последних видео фактически произвел революцию в этой самой альтернативной и официальной истории, откопав рецепты пластических, значит, масс, мраморных, гранитных и других каменных масс. Вот. То есть, если нам историки официально рассказывают, что вот эти так называемые невозможные статуи, они были вырезаны, значит, прям вот из цельного куска мрамора, то альтернативщики нам рассказывали, что это все хозяйство создано там какой-то иной цивилизацией, существовавшей до нашей, вот, и внезапно уничтоженной, то Игнатенко откопал рецепты, согласно которым, да, эти статуи были сделаны из определенных полимеров. Все, ребята. Понятно? Все. Ломать копья больше не на чем. Да, значит, статуи дворцов питерских, эти статуи, говорю, колонны питерских дворцов, они точно так же, значит, там не цельногранитные, не сделанные неизвестной цивилизацией, а в большинстве своем выложены из кирпича, а снаружи оштукатурены вот такой массой, которая имитирует гранит. Все, ребятки. Понятно, да? Вот. Человек сидит, ковыряется в архивах. Наковырял уже много разного интересного. Не занимается вымыслами. Вот. Кто же у нас раскопал? Исторический вольнодумец, по-моему, раскопал у нас, каким образом освещались вот эти вот питерские дворцы, как именно они освещались, вот, как они обогревались и как они освещались. Никакой альтернативщины, никакого, значит, атмосферного электричества, никаких 1000 свечей, ни хрена подобного. Всего-навсего законы физики. Хрустальные люстры, много позолоты на потолке, правильное расположение относительно, значит, солнца, правильное расположение окон. Собственно, все. Но да, зима в том виде, в каком мы ее знали, кстати говоря, уже все. Вот. Эта зима у нас началась где-то примерно с конца 19 века. Да, тоже получается интересно. Вот. Так, как вылечить хронический упадок сил? Опять же, так не скажу. Нужен возраст, чем занимаетесь, как занимаетесь, чем питаетесь и так далее. Это на консультацию. Так, добрый вечер. Как диагностировать неполадки с надпочечниками? Что называется, неустойчивость к внешним раздражителям, низкая стрессоустойчивость. Вот. Это в первую очередь проблемы с надпочечниками. Если у вас в норме сахар, если у вас в норме эндокринная система,
но при этом низкая стрессоустойчивость, значит, скорее всего, длительный хронический стресс привел к истощению надпочечников, их надо просто восстанавливать. Никаким методом эта неполадка не диагностируется, кроме вот такого симптома. Все. Так. Троцкий убедил себя ликвидировать. Но нет, скорее других. Так. Рекомендую употреблять черным тмином и так далее. Очень хорошо, да. Так. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Про аденоиды есть информация? На сайте все же понятно. Да, причина аденоидов, если дети дышат ртом. Так, информация по аденоидам там есть, но еще раз, аденоиды это гельминтоз. Аденоиды это гельминтоз. Так, излечивается ли полностью грыжа до 5 мм? Смотря какая. Если пупочная, да. Значит, паховая, надо смотреть. Так не скажу. Так, как спастись от психотропных уколов? А что, у нас и такие есть, что ли? Первый раз слышу. Так. М, 15 миллионов. Тестер Тэтчер, наверное, сказала достаточно. Да. И не 15 миллионов, а 250 тысяч. Строго для обслуживания нефтепроводов и скважин. Так, какое отношение к растительности на лице у мужчин в современном мире? Ваше мнение? Ради бога, почему нет? Это так называемые вторичные половые признаки. Почему нет? Если бы при этом мужики еще не вели себя как бабы, было бы совсем замечательно. Вот. А так, лично я как бы вне этой моды, у меня борода давно, когда это было совершенно не принято, усы меня пытались заставлять сбривать, но в уставе не нашли соответствующие статьи. Вот с бородой статья есть, с усами нет. Поэтому усы я отстоял даже во время службы. А с бородой лично у меня значительно проще. Видимо, где-то у меня азиатские корни присутствуют. В общем, растительность на лице растет очень медленно и плохо. Вот. Бриться каждый день. Что там брить? Вот. Бриться, блин, через день. Все равно какая-то щетина, блин, корявая присутствует. Когда появилась возможность, начал бриться вроде как раз в неделю. Но получается так, что лицо не привыкает к бритью, постоянное раздражение достало, поэтому плюнул, начал, отрастил, значит, вот такое вот. Все, сейчас так и поддерживаю. Все остальные вдруг кинулись отращивать бороды. Ну, ради бога. Ради бога. Так. Как лучше сдать анализы, чтобы узнать, есть ли трихомонада, другие паразиты в синовиальной жидкости суставов? Никак. Таких, по-моему, анализов у нас сейчас не делают. Так, как лечится низкое давление? Опять же, надо смотреть. Надо смотреть, что там и как с организмом. Так, черная плесень. Опять же, повышать иммунитет. Повышать иммунитет. Чеснок хорошо с плесенью борется. Капсаицин хорошо с плесенью борется. Имейте в виду. Маклея очень хорошо борется с плесенью. Очень хорошо. Так. Так, хотел вам сказать большое спасибо. Так, вот 3 раза, блин, давайте позже.
чтоб не сглазить. Ага. Вот. Когда совсем вопрос решится, вот тогда спасибо и скажете. Так. Как вылечить стоматит? Угу. Да. Информация на сайте, все правильно. Так. У мамы проблема с суставами. Я не знаю. Почему вы меня об этом спрашиваете? Или вы про мою маму? Нет, у нее нет проблемы с суставами. Вот. Так, ну ладно. В принципе, на сегодня, наверное, даже и достаточно для разминки. Вот. Пожалуйста, господа, формулируйте вопросы правильно. Если вам даже лень набрать вопрос правильно на клавиатуре, то почему мне должно быть не лень на него отвечать? Ребятки, имейте совесть, в конце концов. Вот. Так, ну, в принципе, все. Что еще раз? С наступившим всех Новым годом. Вот. Надеюсь, в этом новом году мы, так сказать, продвинемся к своей цели еще дальше. Вот. А к цели идти надо. И вообще желательно, чтобы она была. Хоть какая-нибудь. Лучше всего глобальная. Потому что лучше мечтать, чем не мечтать. Да. Ума нам всем, здоровья, любви, счастья. Да. Как-то так. Спасибо, что пришли. Вот. Спасибо, что пришли. Так, по шпоре где-то информация на сайте есть. На консультацию записываться на сайте. Там есть такая зеленая волшебная кнопка с левой стороны. Вот. Все. Всем спасибо. Да, вон, админ ссылку дал. Всем пока. Будьте здоровы. Завершить.